Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом финальном видео по GTA 5 мы с вами более детально рассмотрим каждый параметр графики. Что за что отвечает и насколько сильно влияет на производительность. Я просто не люблю переплачивать за те настройки, которые мы еле-еле замечаем в игре. Зато система трудится как в последний день. Наша задача найти картинку равно производительность. Причем для разных систем, будь то ноутбук или ПК. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Ребятки, как вы знаете, любая оптимизация начинается с лицензионной винды. Не потому, что ключ даст вам буст к FPS, нет, но как минимум защитит от недобросовестных сборок и различных активаторов. Поэтому я рекомендую тем, у кого есть возможность, обзавестись собственным лицензионным ключиком. А в этом нам помогут проверенные ребятки из магазина keysoft.store. На сайте можно найти большое количество лицензионных ключей под любые нужды, начиная с Windows любой версии и заканчивая антивирусами, офисами и даже подписками на различные сервисы. А если приобрести комплектом или сразу несколько штук, то получается в разы выгодней. После приобретения ключика Windows, Office или антивирус можно загрузить прямо на сайте, причем последние версии. По желанию, перейдя на вкладку отзывы, можно почитать комментарии реальных покупателей, допустим с Яндекса. Не доверяете ему? Тогда отзовик. Тоже не доверяете? Тогда Тинькофф. В общем, если что-то непонятно, прямо на сайте в режиме 24/7 сидит человек и отвечает на ваши вопросы. Ссылочку на сайт я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Давайте начнем со сглаживания и качества изображения. В GTA 5 предусмотрено несколько вариантов сглаживания. FXAA – более бюджетный вариант, как с точки зрения производительности, так и визуального качества. MSAA в свою очередь справляется уже лучше, особенно на 4X и 8X. Однако искушает все это добро достаточно много производительности. Переход с выкл на 2X затронет около 14% производительности, на 4X 29%. И на 8X целых 50%. И наконец GTA 5 предлагает нам еще и Nvidia TXAA. Работает только при включении MSAA 2X и 4X. Визуально этот параметр сглаживания справляется чуточку лучше с шумом на экране и сглаживание элементов, где MSAA была менее эффективна. Рекомендую включить FXAA плюс MSAA 2X и TXAA. Если меня услышит кто-то посторонний, подумай, что я читаю заклинание. Это даст хорошую производительность с качественным сглаживанием. При желании можно повысить резкость в GTA 5, потому что TXAA слегка добавляет мыльца. Затем у нас идет населенность города, или более правильней плотность толпы. Этот ползунок регулирует количество пешеходов и трафика. Выбрав 5 из 10, скушает 4%, 10 из 10 около 11% производительности. Очень сильно зависимо от процессора. Если он у вас старенький, рекомендую понизить. Разновидность населения регулирует количество и плотность повторяющихся NPC вместе с машинами. Если привязка к процессору, то на FPS повлияет около 6%. В остальных случаях никак, кроме видеопамяти. Имейте это в виду. Ребятки, небольшая ремарка по поводу ошибок в русской локализации. Они не критичные, но стоит этот вопрос прояснить, чтобы никто из нас не запутался. Стандартное качество в английской версии это Normal. Высшая степень Ультра. Фокусировочная шкала. Если честно, до сих пор не понимаю, откуда локализаторы это слово вообще достали. Но стоит только переключить на английскую версию, и все станет на свои места. Distance Scaling, то есть масштабирование расстояния. И еще есть несколько ошибок в дополнительных параметрах изображения, но чуть позже вы это и сами заметите. Возвращаемся к нашей фокусировочной шкале. Этот параметр контролирует уровень детализации и то, насколько далеко будут отображаться объекты в игре. Если привязка у нас к видеокарте, на производительность никак не повлияет, если к процессору около 3%. Рекомендую выбрать 10 из 10. Качество текстур отвечает за разрешение текстур. На производительность никак не влияет, кроме видеопамяти. Учитывая возраст игры и более-менее современные видеокарты, которые имеют на борту по дефолту минимум 6 ГБ видеопамяти, рекомендую выбрать очень высокое качество текстур. Но будьте внимательны, ползунок, отвечающий за общий объем потребления игрой видеопамяти, слегка ошибается.
Качество шейдеров отвечает сразу за несколько аспектов. Во-первых, за качество отображения параллакса окклюзии. Во-вторых, имеется баг, который с самого зарождения игры. При стандартном качестве шейдеров теряется свечение от ярких источников света. Также перестает правильно работать анизотропная фильтрация, даже при 16X. А переход со стандартного качества на высокое скушает около 11% производительности и очень высокое 16%. В этом случае, чтобы не столкнуться с какими-то графическими багами, лучше всего выбрать как минимум высокое качество шейдеров. Качество теней отвечает за разрешение теней. Вообще, по-хорошему, мне стоило сделать отдельную группу, посвященную теням, ведь в GTA 5 этому параметру уделено много внимания, и все они между собой взаимосвязаны. На экране наглядно видно, как очень высокое качество в разы детализирований отрисовывает тень. Кроме того, только очень высокое качество теней включает динамические тени, отбрасываемые фарами машины. Переход со стандартного качества на высокое скушает всего лишь 2% производительности, а вот уже на очень высокое около 5%. Это касается современных сокетов. На старых разница будет достигать 21%. Но, использовав другие пресеты теней, кроме очень высокого, мы очень сильно потеряем в визуале. Рекомендую именно очень высокое качество теней, если имеется какой-то запас по FPS, либо и вовсе их отключить, если имеются проблемы. Как это сделать, я покажу чуть позже. Качество отражений делится на два метода отражений. Плоские отражения, которые наиболее заметны в лужах после дождя, либо на воде, а также кубические карты в реальном времени. Они в основном отображаются на машинах и зданиях. Переход со стандартного качества на высокое скушает около 2% производительности, к очень высокому 4% и высшая степень 11%. Рекомендую очень высокое качество. MSAA для отражений повышает сглаживание в отражениях. Если правильно показали тесты, изменения только на кубических картах. Разницу можно увидеть, но она настолько минимальная, что в динамическом мире это лишняя трата возможных ресурсов ПК. А разница между VCL и 8X целых 5% производительности. Еще многое зависит от локации, конечно же. Рекомендую выключить. Качество воды отвечает за сложность водных поверхностей и симуляцию воды. Переход со стандартного качества на высокое и очень высокое скушает около 7% производительности. Рекомендую очень высокое качество воды, потому что стандартное сильно ухудшает воду. И это не тот случай, где картинка равно производительность, так как всего лишь 7%, и то только в тех местах, где есть вода. Провести более-менее достоверные тесты качества частиц — та еще задачка, так как после каждого изменения параметра нужно было перезаходить в игру. Но это меньшая из проблем. Сам движок достаточно рандомно обрабатывает взрывы, огонь, дым и так далее. Тем не менее, очень высокое качество генерирует большее количество как огня, так и самого взрыва. А высокий пресет и очень высокий добавит еще и тени для определенных эффектов частиц. Разницы по производительности никакой нет. Тут одна рекомендация: выбираем очень высокое качество. Качество травы – один из самых требовательных параметров графики в GTA 5. В первую очередь отвечает за плотность травы, а высшая степень добавляет тени для травы. Переход со стандартного качества на высокое скушает примерно 19% производительности, очень высокое 22% и высшая степень 32%. Лучший вариант – это высокое качество, потому что стандартное удаляет практически всю траву. Мягкие тени позволяют создать более реалистичный вид теней, от мягкости до их дальности. В наличии у нас есть тени резкие, мягкие, еще мягче и супер мягко. Но это еще не все, потому что Nvidia с AMD тоже решили вставить свои 5 копеек. AMD CHS и Nvidia PCSS. Переход от резко до максимально мягко скушает около 4% производительности, а уже к AMD CHS 14 и Nvidia 11%. Рекомендую выбрать пресет мягче. Настройка спецэффектов или PostFX отвечает за качество постобработки, где при включении высокого дается доступ к размытию движения, которое наиболее заметно в виде от первого лица и слегка при движении камеры, а очень высокое в глубине резкости. Переход со стандартного качества настроек спецэффектов на высокое скушает 3% производительности, к очень высокому 9% и ультра целых 14%. Если еще включить глубину резкости, то во время обработки эффекта может скушать еще дополнительных 9% производительности. Что здесь выбрать, решайте сами. Тесты на экране.
Анизотропная фильтрация отвечает за качество текстур при просмотре под углом. Переход с выкл до 16х, если и повлияет на FPS, то не более 2%. Выбор очевиден. Затенение AO добавляет контактные тени в местах соприкосновения двух объектов или поверхностей для имитации непрямого затенения. Если простым языком, добавляет объем. Разницы по FPS практически нет, около 1-2%. Зато картинка в игре выглядит более объемной, не такой пустой. Тесселяция добавляет больше геометрических деталей к некоторым поверхностям, например, деревья. Переход с выкл на очень высокое скушает около 2% производительности. Смотрите сами, я лично отключаю. Теперь давайте перейдем к дополнительным настройкам изображения. Длинные тени отвечают за более точное расположение теней на рассвете и вечернее время. Разницы по производительности практически нет. Рекомендую включить. Тени высокого разрешения улучшают качество и детализацию теней. Разница составит до 12% производительности. Рекомендую отключить, так как мягкие тени, начиная с пресета мягче, обеспечивают вполне неплохое качество теней. Подгрузка более детализированных текстур во время полета улучшает детализацию, когда игрок находится в самолете и думает о пилоте. Кушает от 5 до 10% производительности. В городе может в разы повыситься потребление ресурсов. Поэтому рекомендую отключить. Увеличенное расстояние подгрузки более детализированных объектов. Этот параметр еще лучше отображает более подробную информацию объектов. Если привязка на видеокарту, в таком случае скушает около 5% производительности. А если привязка к процессору, то уже почти 25%. В любом случае, я рекомендую выключить этот параметр. Длина теней. Более верно будет расширенная дистанция теней. Этот параметр регулирует дополнительную дальность прорисовки теней. На производительность практически не влияет. Я рекомендую выбрать 10 из 10. И последний параметр – масштаб разрешения изображения. Если сказать в двух словах, это разрешение 3D. Мы можем слегка понизить, тем самым значительно повысить FPS, либо наоборот улучшить детализацию, но и FPS кушает прилично. Смотрите сами, я рекомендую выключить. Версию DirectX лучше всего выбрать 11-ю, потому что она имеет более современный функционал, умеет обрабатывать многие эффекты, которые, допустим, на 10-м DirectX вы не увидите. Тип экрана и его разрешение. Если мы выберем полный экран, получим прибавку в 1-2% производительности. Разрешение стоит выставлять по соотношению к вашему монитору. В исключительных ситуациях, когда действительно нужно в 2 клика повысить FPS почти в 2 раза, это рабочий способ. Вертикальная синхронизация. Обычно ее отключают, но в GTA 5 умеет излечивать фризы. Я об этом узнал где-то на середине тестов. Жаль, что пришлось знатно так помучиться. Также, возможно, поможет просто ограничение максимального FPS. Я не проверял. А теперь, собственно, перейдем к Мы с вами разобрали настройки для одиночной кампании. А что же там по онлайну? В принципе, все очень даже неплохо. Ниже сотки не опускается. Но если вам необходимо больше FPS, при этом не сильно затронув качество картинки, можно отключить длинные тени и дальность прорисовки теней. Качество теней, травы и отражения понизить до просто высокого.
Ребятки, а теперь время настало перейти на рабочий стол. Я там покажу, как отключить тени и слегка настроить вашу систему. Для всех остальных моих подписчиков хочу выразить большую благодарность за вашу поддержку. Ведь роликов по GTA 5 вышло на моем канале большое количество. Появилось много хороших знакомых. К тому же GTA 5 дала отличный буст. Выражаем уважение GTA 5 и с нетерпением ждем GTA 6. Держим кулачки. Надеюсь, все будет пушечно. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте, но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивчик для бусти с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией, а также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Оказавшись на рабочем столе, мы нажимаем поиск. Кстати, эти настройки, если что, работают как на Windows 10, так и на Windows 11. Пишем панель управления, электропитание, показать доп. Схемы и ставим галочку на высокая производительность. Очень хорошо работает на ноутбуках. На ПК не особо важно. Далее, кому интересно, мы можем отключить тени в самой игре. Для этого открываем мой компьютер, диск C, пользователи, ваше имя пользователя, документы, Rockstar Games, GTA 5 и находим Settings. Нажимаем PKM, открыть с помощью блокнота. Если у вас здесь нет блокнота, нажимаем выбрать другое приложение и ищем блокнот. Буквально в самом начале нас приветствует Shadow Quality. Циферку 3, у вас может быть 2, 1 и так далее, заменяем просто на 0. Далее файл и сохранить. В папке с игрой мы можем сделать некоторые изменения с ярлыком приложения. Нажимаем PKM, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, далее параметры высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК, применить и ОК. Далее наша задача скопировать путь к самому приложению. Нажимаем PKM, копировать. Закрываем, нажимаем поиск, пишем настройки, графики, и если у вас Windows 11, то GTA 5 скорее всего будет добавлено автоматически. Если нет, нажимаем обзор, вставляем наш скопированный путь и приложение GTA 5 добавить. Нажимаем параметры и ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Переходим на изменение стандартных настроек графики. Если вам доступно аппаратное ускорение, тогда можете его включить. Очень хорошо работает в том случае, если ваш процессор мощнее, чем видеокарта. Как пример. Ryzen 5 5600X и, допустим, видеокарта 1060. Есть большой смысл включать. Но если вдруг вы стримите, ведете записи игр и так далее, то не стоит этого делать, потому что могут быть различные баги и вылеты из игры. Если у вас Windows 11, нам доступна оптимизация для игр в оконном режиме. Если вы играете в окне, то можете включить. Следующее, что нам нужно сделать, это слегка настроить и оптимизировать нашу видеокарту. Нажимаем PKM на рабочем столе, показать доп. Параметры и панель управления NVIDIA. Переходим на управление параметрами 3D. Здесь у нас есть несколько вариантов. Первый — это глобальные параметры. Все, что здесь мы будем изменять, коснется всех игр и приложений. Если нам нужно конкретно настроить определенную игру, переходим на программные настройки и уже здесь в поиске ищем GTA 5. Либо добавить. Начнем по порядку. Анизотропная фильтрация. Я обычно выбираю управление от приложения и уже в самих играх делаю ее настройку. Вертикальный синхроимпульс. В GTA 5 я его включаю, потому что вы видели, что происходит с игрой, если вертикалку отключить. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Vulkan OpenGL. Выбираем цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана высшая доступная. Размер кэша шейдеров 10 ГБ. Если у вас очень много свободной памяти на диске C, то выбираем без ограничений. Режим низкой задержки. Для GTA, что онлайн, тем более одиночной игры, я рекомендую все-таки отключить. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. И в самом низу находим совместимость с OpenGL. Выбираем приоритет совместимости либо авто. Фильтрация текстуры качества. Высокая производительность и нажимаем применить все изменения. По желанию, конечно, можете загрузить мой архивчик, который находится в Дискорде, в моем канале, либо у меня же в телеге. Все ссылочки будут в описании. Что здесь есть интересно? Во-первых, MSI мод. Перекидываем на рабочий стол, нажимаем PKM, запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту, приоритет мы выбираем High и нажимаем Apply.
Далее, здесь есть настройка видеокарты. Если у вас AMD и вам интересно настроить, тут такие, знаете, более стандартные настройки. Следующая очистка, то есть удаляем все темп файлы, то, что здесь находится. Схема питания, максимальная производительность. Ну и, конечно же, твики реестра. Я их использую постоянно, вы же смотрите сами. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Частенько он может негативно влиять на производительность всей системы, в особенности игр. Отзывчивость системы, сетевой троллинг лучше пропускать и системный приоритет. Если вдруг что-то нужно будет вернуть все взад, здесь есть папочка бэкап файлов реестра. Так же само, простая активация, ничего сложного. Нажимаем поиск, пишем параметры режима игры. Режим игры мы оставляем включенным. Записи. Все, что здесь у вас будет указано, все это отключаем. И, наконец, геймбар. Его обязательно отключаем. Плюс, если у вас Windows 10, переходим на конфиденциальность, опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Буквально одним кликом полностью отключаем все фоновые приложения. На Windows 11 нажимаем поиск, пишем изоляция ядра и обязательно отключаем целостность памяти. После всех этих настроек залетаем в GTA 5 и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, встретимся в GTA 6. Если доживем до этого дня.